Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я предлагаю сделать вот такого зайца. Уже два урока на канале есть, но именно в этом уроке покажу мелкие ошибки, которые я допустила, и кое-что я изменила. И работу я начну с изготовления ушек. У меня здесь шаблон. У меня получается 9,5 сантиметров высота и 4 вот самая вот такая широкая часть. И этот шаблон я перевела на вот этот пластик. Это обыкновенный пластик от прозрачной коробки. Просто пинцетом или острыми ножницами обводите и затем вырезаете. Вырезаю просто ножницами. Очень легко режется. И в данном случае, как я уже говорила, ушки у меня будут сгибаться. И продолжаю работу. И отрезок проволоки, он будет у меня примерно располагаться вот таким образом. Мне надо подклеить. Здесь можно использовать скотч, можно использовать вот как у меня вот эту бумагу. Это у меня от, где я адреса печатаю. Наклеила и подклеиваю на заготовку. Вот таким образом. И благодаря вот этой проволоке у меня будет ушко подгибаться. Ушки готовы, я имею в виду шаблоны, и пока отложим. У меня есть вот такое еще яйцо пенопластовое, оно у меня 6 сантиметров, и я буду использовать его для ножек и подрежу на две части. Я просто беру строительный ножик, вот так делю яйцо на две части, и оно очень хорошо режется. Надо быть очень аккуратным, но оно как бы режется. Конечно, обязательно подстелить что-то под стол. Я имею в виду, я ничего не подстелила, но уже делаю это не первый раз, поэтому знаю, как ведет себя. Так, и подрезаю. Как я уже говорила, делаем аккуратно, чтобы никто не пострадал. И делю на две части. И начну обработку с шара. Здесь я придумала себе вот такую конструкцию, чтобы кисточка у меня каждый раз не падала, а то пачкала стол. Сделала небольшое углубление в этой пенопласте, или как он называется. И вот так вот. И приклеила на двухсторонний скотч. И теперь кисточка у меня не будет никуда скатываться. Очень удобно. И как и в предыдущей работе, делаю небольшое углубление и спрячу там кончик от нити. Нить более толстая, мне будет более удобно работать. И теперь беру просто клей и, как уже показывала, буду все обрабатывать. Клея не жалею, чтобы у меня все хорошо подклеилось. И теперь придерживаю и подклеиваю вот таким образом. Эта нить такая более пушистая и хорошо подклеивается, хорошо все схватывается. Здесь можно наносить достаточно вот так 1,5-2 сантиметра даже по диаметру, по кругу, вот так, чтобы подклеить. Клей не так быстро сохнет, очень удобно с ним работать. И работа идет намного быстрее, чем в предыдущем уроке. И продолжаю обрабатывать точно так же, как я уже показывала. Один шар у меня уже готов. Немного вот так я его руками собираю, прижму и оставляю сушиться. И также обрабатываем маленький шар. И вы знаете, в процессе работы я убедилась в том, что намного удобнее крутить от верхушки до середины. А вот сюда все время нитка сходит. Поэтому я докручу вот так до середины. Затем здесь нить подрежу. Дам немного закрепиться. И начну с верхушки. Так будет намного удобнее. Сейчас я приступлю к обработке ножек. Так, чтобы у меня пенопласт вот здесь не торчал и было все красиво, я буду использовать эту же бумагу, которую я подклеивала на ушки. Одну и вторую.
Даю закрепиться, и по овалу я все подрезаю. Вот, хочу показать, низ ножки будет чистый. И просто подрезаю. Так получается намного аккуратнее. И затем мы будем обрабатывать той же ниткой вязальной. Вот, получается очень аккуратно. И начинаем также обрабатывать, как и тело зайца. Тут ничего сложного. Здесь я стараюсь нить под самый низ, чтобы не было видно вот этого стыка. Хотя его и так практически не видно. Сейчас нанесу первый слой, дам закрепиться и затем продолжу дальше все подклеивать. Чем мне нравится этот клей, что при высыхании он становится прозрачным, как бы его не видно. Продолжаю. Вот один оборот я сделала, и просто наношу клей и по заготовке, так, накапала, по заготовке буду подклеивать дальше свою нить. Вот таким образом. И продолжаю работу. И теперь ушки. Сейчас я закреплю сначала ленту, нить вот эту, вот таким образом. И сейчас уже начну обкручивать с двух сторон. Наношу клей. Так будет намного легче и удобнее. Вот таким образом. Как я уже говорила, учла все ошибки предыдущей работы. И также мне захотелось, чтобы ушки подгибались. Клея наношу достаточно много, чтобы у меня все подклеилось. И продолжаю работу. Здесь вот уже видите, как все легко получается. И также обрабатываю второе ушко. Ручки зайцу буду делать из этого же пластика. И взяла вот яйцо, оно мне подходит, на две части я его разрезала, подходит по размеру. Я просто его пинцетом обвожу, одно, второе, и затем вырежу. И вот эти вот заготовки буду использовать для рук. И вырезаю. Немного сузила их, и чтобы приклеить, буду использовать вот эту же ленту. Вот таким образом. И также сделаю вторую ручку. Сделаю узелок на проволоке. И также обработаю, закрепила, и также вот обработаю ручки. Сначала сделаю именно сами ладошки, а затем уже вот эту проволоку также обмотаю ниткой. Так как нитка у меня широкая, как бы я ничего больше не буду использовать. Так просто их потом обмотаю. Наношу достаточно много клея, так как нитка пушистая, и чтобы все между собой склеилось. И продолжаю работу. Вот ручка у меня немного подсохла. И теперь я просто беру вот так и обматываю, именно придаю толщину ручки. И продолжаю. Вот мой маленький букетик. И я хочу обработать низ букета тейп-лентой, чтобы у меня все сочеталось и не было видно проволоки. Сначала чуть-чуть сверху беру, а затем вот так поворачиваю тейп-ленту и возвращаюсь наверх, чтобы все спрятать. И продолжаю работу. И в этот же цвет я решила сделать бантик. Беру просто ленту, она у меня здесь 5 миллиметров. Лишнее отрезаю.
быстрым способом ниткой все это перевязываю. И чем еще хорош этот способ, что можно все края, вот эти концы подтянуть и отрегулировать бантик по размеру. И, конечно, не забываем бантик посередине перетянуть. И продолжаем работу. Носик зайцу я решила сделать из глины. Вот слепила такой треугольник и 2 помпона. И получится вот такой вот носик. В интернете я уже посмотрела, как это выглядит. И когда все это застынет, покрашу розовым цветом. У меня все подсохло, и я все буду собирать. Для того, чтобы мне никуда ничего не убегало, взяла свою подставку. И вот чем удобно вот то, что здесь на проволоке, я просто сейчас подогну проволочку и примерю, как хочу, чтобы ушки лежали. И вот я уже вижу сразу по проволоке, где мне надо сделать отверстие. Вот здесь. Сделаю достаточно такое глубокое отверстие. Одно. И получается второе вот здесь. И сейчас буду подклеивать уши. Уши будут держаться и за счет проволоки, и за счет того, что клей я нанесу вот сюда. Как бы на внешнюю часть. Так, потеряла отверстие. Вот оно. На внешнюю часть ушка. И подклеиваю одно ушко и второе. И вот за счет проволоки ушки у нас подгибаются. Теперь мне надо подклеить голову и примеряю. И на обратную сторону я закреплю несколько шпажек, чтобы у меня все лучше держалось. Вот таким образом. И закреплю это во второй шар. Вот. И сейчас немного еще подклею клеем. Вот сюда под самый низ нанесу хорошенечко клей между шпажками. И вот так дожимаю до конца сильно и даю закрепиться. И теперь зайцу мне надо сделать ручки, закрепить. Так, чуть-чуть дальше как бы середины. Я делаю отверстие. Беру ручку, примеряю. Вот мне как раз все подходит. Наношу туда клей. И подклеиваю. И также поступаю со второй. Теперь я примеряю ножки зайцу и также смотрю, где мне их лучше закрепить. Так, сейчас отмечу шпажками. Вот, и здесь я также подколю шпажки, только чуть-чуть их потом подрежу. Сейчас примерю. Да, все подходит мне. Шпажки я также зафиксирую клеем. И сейчас я делаю отверстие в ножках. Также немного клея. И подклеиваю ножку. Одну и вторую. Конечно же, приклеиваю зайчику хвостик. Это у меня готовый помпон.
Сформирую носик из 2 помпонов и глины, которой я сделала носик. И подклею одну часть и затем также вторую. И теперь подклею вот на мордочку зайцу. Нанесу клей прямо сюда. И уже в процессе работы буду смотреть, нужно ли мне где-то еще добавить. И даю закрепиться. И немного подстригу, чтобы мордочка была чуть-чуть так более плоская, а не торчала. И, по-моему, получилось очень симпатично. И, конечно, глаза зайцу надо приклеить. Здесь уже можно поиграть, кто хочет более косоглазого, так скажем, зайца, кто хочет менее. У меня будет такой средний. И второй глаз. Ну, очень симпатичный. Носик еще потом подкрашу. Бантик сначала думала на букет прикрепить, но так как букет сзади ручки, то его не видно. Я его прикреплю вот сюда. У меня будет девочка-зайчик. И, конечно, надо прикрепить букет. Вот таким образом я его прикреплю. И к ручке. Дам закрепиться с одной стороны и затем вторую руку. И теперь я закреплю ручки, чтобы они у меня не болтались. Вот так с одной стороны. И затем с другой. И вот такой заяц у меня получился. Идеально сочетается с моим декором. Мне очень нравится. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.